партнерская встреча. Я расскажу про одну интересную новинку, но потом еще Марина добавит касательно фабрики. И если Влад у нас подключится, тоже там у него было небольшое объявление. Итак, давайте начнем с вами с основной части. Итак, значит, как вы знаете, 20 августа у нас планируется запуск обновленного кабинета мастеров игры. Даже, я бы сказал, не просто обновленного, а принципиально нового, то есть с полным расширенным функционалом, в общем, со всеми возможностями и так далее. Но самое интересное, на мой взгляд, вот на первых порах, что там будет интересно, это возможность создавать свой собственный магазин прямо внутри своего кабинета. Соответственно, в этот магазин можно будет добавлять покупателей, то есть будет работать таким образом, что сначала будет работать именно магазин внутри у нас, у каждого, да, внутри персональных кабинетов. И затем через какое-то время, да, уже будет подключен функционал Ontology Marketplace. Почему так сделано? На мой взгляд, разумно и правильно, потому что в начале, скажем так, можно будет продавать игровые ресурсы тем, кто вот у вас уже есть, да, то есть у нас будет формироваться свой собственный круг каких-то покупателей, игроки, мастера игры, соответственно, им уже можно продавать игровые ресурсы, а потом уже, когда откроется Ontology, там уже для всех. Второй позитивный момент, что сначала покупатели будут покупать у нас, то есть внутри нашего персонального кабинета. И уже потом, когда стартует Ontology, можно двигаться будет туда, покупателям. То есть вначале покупатели будут концентрироваться у каждого у нас внутри персонального кабинета. Возникает вопрос, где этих покупателей брать? Естественно, мы можем привлекать их сами, мы это и будем делать, но что предлагает компания прямо сейчас? Собственно, эта программа уже стартовала с 19 мая, и суть ее в следующем. Как вы знаете, компания будет запускать свою рекламу. Мы, как мастера игры, можем делать свою персонально, и это хорошо, это правильно, привлекать покупателей, но компания будет делать свою рекламу. И точно так же по этой рекламе будет привлекать, скажем, тех игроков, тех потенциально мастеров игры, которым, скажем, наше предложение интересно. Подчеркну, компания сама будет делать это. Но те люди, те игроки, те мастера игры, кто будет приходить по рекламе компании, они, собственно, компании не нужны. То есть, компания не будет заниматься, скажем, как игрок, как мастер игры. То есть это люди, которые будут привлекаться, у компании другие цели и задачи. Именно цели и задачи по привлечению. Естественно, чем больше, тем лучше компания будет привлекать. Но, повторюсь, компании они не нужны. И компания, соответственно, будет их распределять нам. Каким образом? Достаточно будет просто подать. Вот я, допустим, как лидер структуры, я подаю, скажу сразу, я буду подавать для всех. То есть у меня не будет каких-то исключений, можно выборочно, но я не буду никаких исключений делать. Я просто подам все ветки, какие у меня есть, со всеми бизнес-партнерами, которые в этих ветках, чтобы компания добавила в эту программу. Соответственно, суть в чем? До 20 августа эта программа работает, с 19, подчеркну, по 20. В зачет идут все риксы, которые нам приходят по партнерской программе, то есть от лидерской и от HMAP за комбинации. То есть не просто купить риксы, нет, именно вот по маркетинговой программе. Повторюсь еще раз. От лидерской те риксы, которые мы получаем, и от HMAP за комбинацией. Так вот,
Сколько риксов мы получим, естественно, у каждого свой темп, свои цели и задачи. Сколько риксов получим? 1 рикс равно 1 потенциальный покупатель, который компания сама добавит нам в бэк-офис. На мой взгляд, предложение интересное и разумное. То есть скажу еще раз, повторюсь. Сколько риксов с 19 мая у нас накапливается по партнерской программе до 20 августа, да, то есть программа подсчитывает это количество риксов, столько потенциальных покупателей нам сразу прикрепят к нашим магазинам при старте обновленного кабинета игры. Например, вы накопили 50 риксов, да, 50 потенциальных покупателей компании вам сразу добавит. На мой взгляд, хорошо. Так, сразу, значит, ответ на вопрос. Можно ли эти риксы выводить? Да, можно. То есть компания считает заработанные риксы. Что дальше мы с ними делаем, это на наше усмотрение. Хотим – выводим, хотим – запускаем дальше там в программу, наращиваем свой игровой инвестиционный пакет, скажем так. Это на наше усмотрение. Повторюсь, программа считает те риксы, которые заработали в партнерской программе. И второй вопрос. А как быть с золотой тысячей? С золотой тысячей, коллеги, все в порядке. То есть золотая тысяча будет запущена чуть позже по тому же принципу. Да? То есть в золотую тысячу также нам будут распределяться покупатели, там, клиенты, мастера игры, игроки по золотой тысяче. Но это будет чуть позже, уже, скажем, когда вот прям стартует все там в полном объеме. Почему сейчас компания это сделала? Ну, неким образом мотивировать нас всех. И второе, отметить самых активных. Повторюсь, золотая тысяча никуда не девается, с ней все в порядке. А вот те, кто наиболее сейчас будут активны, вот на этом летнем периоде, скажем, предстарта, вот компания их таким образом хочет просто отметить. Чтобы добавиться в эту программу, еще раз повторюсь, которая с 19 мая уже стартовала, достаточно просто. Если вы не хотите, напишите мне, что напишите так, условно, вот ваш ID такой-то, и я не хочу добавляться в эту программу, мне добавлять не надо. Я просто напишу, что вот добавьте всех, кроме вот такого-то ID. Это бесплатно, за это ничего платить не надо. То есть, ну, на мой взгляд, зачем отказываться от того, что компания для нас делает и само идет в руки. Вот. И повторюсь, я буду подавать все структуры со всеми ID-номерами, со всеми бизнес-партнерами, которые у меня есть, чтобы всех добавили в эту структуру. То есть я никаких исключений делать не буду. Кому не нравится или не нужно, напишите, тогда будет для вас исключение, вас не будут добавлять. Это бесплатно, повторюсь, ничего за это платить не нужно. Компания таким образом нас мотивирует и хочет поощрить самых активных вот на этом этапе предстарта. Вот так это будет работать. В принципе, все, коллеги. Вот, если какие-то вопросы, пожалуйста, можно сейчас задать по этому новому вот предложению компании. Повторюсь, Да, это Олег, для мотивации. Да-да. давай я сейчас тогда микрофоны включу. Сейчас Ага. отключу микрофоны у людей. Сейчас выключу звук. Так, и еще раз дополнительный. Уважаемые коллеги, попробуйте включить кто-нибудь микрофон, проверка связи. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Это Вера Шацких. Добрый день всем. Вопрос сразу, как говорится, по двум программам сразу. И по факторе, и по... Если сейчас мы покупаем вот эти, как сказать, фабрики и тратим 18 риксов для того, чтобы купить одну, получаем купоны и получим первые риксы только в феврале. Даже не в феврале, а первые риксы мы получим в марте.
то как компания сейчас это учтет? Никак. Это к новой программе не относится. То есть здесь учитываются риксы, которые либо по лидерской, либо от комбинации токенов. Хорошо, мы сейчас есть еще одна программа, которая запущена. Это 16, можно активировать 16 токенов и получить какие-то комбинации. И вот эти риксы из комбинаций будут учтены? Конечно, все, которые мы получаем в партнерской программе, получаем, подчеркну, либо от лидерской, либо от комбинаций, получаем с 19 мая. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Так, коллеги, если есть вопросы по вот программе, которая Factory, фабрика, тоже можно задавать. Марина пояснит, если что. Так, пока вопросов нет. Ну что ж, Марина, Тогда тогда... по Factory вопрос следующий. Там написано, получение купонов на Factory Plus, это не значит еще получение именно самой, то есть получать купон можно, но это не значит, что ты получишь сам этот дрон. Вот это написано прямо так конкретно. Так, сейчас по этим вопросам, Марина, подробно вам Вера, доложит. это у тебя вопрос, да? Правильно я поняла? Или ты говоришь, что не... Ты вопрос Да, задаешь? конкретно, прямо написано. Да, получение купона – это не не значит, гарантирует. что мы получили, да, эту мастерскую, да. Мастерская дронов формируется из купона. Купон дается за активацию токенов. В любой, вернее, пинов. Любой пин активировали, мы получаем с вами купоны. В 7 пине одна активация пина 1 купон, в 9 пине тоже, в Pro сразу 3 за одну активацию, да. Это получили только купон. Чтобы получить мастерскую в фабрике, да, мастерскую по выпуску дронов, нужно что? Нужен один купон, один Game Goose Coin и один HMAP. Это вот активация уже самой мастерской. Если вы хотите продвинутую мастерскую, чтобы дроны эксклюзивные там вообще выпускались плюс, да, то тогда нужен к этому еще, то есть купон, HMAP Game и один майнер, Rix майнер. Тогда будут продвинутые еще вот эти мастерские. Так Понятно, вот, Вера? непонятно. Так вот непонятно, когда мы будем это активировать? Вера, дай обратную связь. Я пропала или я вас просто не слышу? Вы меня слышите? Мы тебя слышим, а меня слышно? Марина, у тебя Ой, же связь такая ужасная. Слышно. Алло, слышно да? меня, но не слышно Марине, не слышно Все, меня. я теперь тебя слышу. Верочка, Да. вы меня слышали? Да, Мариночка, мы тебя слышали. Да, все, понятно, да? Попутный вопрос. Когда новичок, допустим, пока получит один Коллеги, Game момент. Coin, Сейчас это Марина пройдет неизвестно сколько времени. подключится. Вер, если вы почитали внимательно, это для маркетмейкеров, топ-маркетмейкеров, у кого все эти активы уже есть. Программа получается не для всех. Она там сразу прям пишется для топ-маркетмейкеров. Да, у которых уже Game Coin есть, У допустим. кого геймгоскоины есть, конечно, а кто хочет продвинутые, еще и риксмайнеры есть. Да, так вот скажи, если я, допустим, хочу вот 16 вот этих активировать, я получу 16 купонов? Смотри, если активируешь 16 пинов, Да. то ты получишь 16 мастерских, но ты будешь должна заплатить 16 геймов, 16 риксов, и если хочешь продвинутый, то 16 еще и Эчмапа. рикс-майнеров. Если обычный, а чем отличается обычный от продвинутого, да? Там мы получаем 52 дрона, а Там в продвинутом 70, там не помню, 72 или 73. 74. Да, 73. То есть вот этим отличает количество. Ну, я раз 8 прочитала это все. Вот, 16, да, 16 ты можешь получить за 16 активированных пинов. Скажи, пожалуйста, в какой последовательности это будет? Сразу, вот сегодня надо это все платить? Или как-то это... Да, платить это нужно будет сразу, сегодня. Вот я неспроста, вы же видите экран сейчас перед глазами, неспроста открыла именно эту страничку.
От 1000 до 4000, вернее, да, первые 1000 человек будут платить вот один Риксмайнер, один гейм, да. Дальше уже будут платить, мы будем платить по 2 гейма, по 2 Рикса и так далее. Дальше будем платить по 3 Рикса, по 3 гейма. То есть, кто сейчас это сразу все быстро сделает в первых рядах, у того будет по одному купону, по одному гейму, по одному Риксу. И платить это сейчас. То есть активируем сейчас и выкупаем мастерскую сейчас. А вот выпускать мастерская дронов будет уже в 27 году. Там февраль, по-моему, 27 год. Это уже выпуск самих Первый мы дронов. получим в марте. Не Что? 27. Первый дрон мы получим в марте, потому что 28 февраля это тоже февраль. Ну да, но я имею в виду, что сейчас мы с вами что делаем? Мы сейчас выкупаем мастерские для дронов, да? Эти мастерские начнут функционировать, вот, ну пусть это будет март, да, 27-го, то есть в март 27-го уже наши мастерские начнут выпускать дроны, которые мы сможем, ну, либо применять там в игре, либо продавать и так далее. Сразу вот здесь пометку хочу сделать, потому что это мне сегодня задавали вопросы, я для всех, да. Купоны, вот эти купоны, они не будут передаваться друг другу. У нас же все купоны передаются, купон невозможно передать. И невозможно передать у нас Риксмайнер. Понятно. Мгм. Еще вопросы есть вот именно по этой программе? Ну и кто планирует, кто уже изучил и планирует, поспешите, потому что видите, какова уже статистика. Всем добрый день. Марина, я вчера посмотрела в Нетсба, Риксмайнер можно передать. Риксмайнер можно, да, ну окей, хорошо, хорошее добавление. Но купон передать нельзя будет точно, потому что мне ответили из компании, что купоны не будут передаваться. Спасибо, Оксана, за дополнение. Коллеги, вы пока Риксмайнер не передавайте никому, вы для себя придерживаете. Конечно. Настоятельно рекомендую. Окей, если вопросов нет, то я снова Олегу передаю Ну, я, можно еще, правда, Олег, добавлю. По поводу золотой тысячи тоже мне огромное количество вопросов задают. Ну, естественно, у нас не бывает без негатива, и, конечно же, и немножко негативит народ, да, почему вот так. Объясню, ну, во-первых, объясню, во-вторых, объясню свою позицию. Я бесконечно счастлива, что именно это вот так. Почему объясню? Смотрите, у нас заранее компания уже предупредила, да, что игра будет постепенно выходить часть этого бизнеса во внешний мир, да. Не рисуйте, пожалуйста, на экране, Лен, смотрите. Вот. И первые мастера игры покупки будут делать в наших магазинах, да, личных, которые у кого есть, они на Лое приобретены. Чуть позже будет выходить Anthology, это сейчас Олег подтвердил, да. И вот здесь как раз то, что касается сегодняшнего момента, да, почему не золотая тысяча, а почему именно вот эти вот активные. На мой взгляд, совершенно разумно, и мне лично это очень нравится, потому что вот золотая тысяча у нас стартовала и отработала уже давно. Я в золотой 1015, я большее количество людей, вот, которые в 15 из 15 впереди меня стоят, ну, как минимум 10 из тех 15, они сейчас участие вообще ни в чем не принимают. Просто вообще ни в чем не принимают. Вот. И было бы, конечно, обидно и не очень справедливо, когда те люди, которые активно сейчас тему продвигают, активно работают над над этими программами в целом, будем говорить, да, и пошли бы сразу вот по золотой тысяче, да. Мне кажется, что это прям компания продумала эти правильные шаги, раз она открывает сначала магазины, а магазины у кого? Магазины у активных, кто продвигает конкретно сейчас
игровую тематику, игровой бизнес, да, соответственно, у этих людей магазины, соответственно, им и первые карты в руки. Абсолютно справедливо. А дальше, как Олег уже сказал, золотая тысяча никуда не девалась, она работает. Как только следующие шаги компания делает, выпускает там анталаджу, ну, всю последовательность, да, и там же сразу же стартует золотая тысяча. Поэтому никто не останется не при делах, так скажем, все будут, всех компания вспомнит, никого не обидит. Но начнется все именно с активистов, которые, при всех наших сложностях и трудностях не опускают руки, трудятся, работают и стараются, да, поэтому очень справедливо. Окей, тогда, Олег, я с удовольствием тебе передаю обратно слово, если пока ко мне вопросов нет. Да, хорошо, Марин, спасибо. Так, в принципе, по этим двум вопросам все, по фабрике посмотрели, по этому новому предложению я сказал. Так, а Влад у нас здесь? Влад? Да-да, конечно, Олег Ага, здесь, Влад, приветствую. по ТикТоку там скажешь? Да, скажу. Значит, во-первых, уважаемые коллеги, всех приветствую. Во-вторых, я предсказывал эту борьбу, которая будет за наших мастеров игры. Значит, и я вам вот что хочу сказать. Сейчас очень простое время для привлечения мастеров игры, для привлечения игроков. То есть я уже об этом говорил и лидерам в структурах говорил. Нужно сделать всего два шага, два маленьких шага. Первый шаг – это подарить приложение, да, подарить приложение, проследить, чтобы его закачали. Я сейчас не про все страны говорю, я знаю, какие сложности есть в различных странах, да, и я знаю, что в большинстве стран все-таки это легко, да, это делается. Иногда отключается у айфона, да, эта функция, и потом через недельку опять включается. Но дарить надо. Мало того, что я раздариваю, я сделал для себя такое правило, что раз в день, чтобы я подарил хотя бы одного игрока, и тут же этого игрока я регистрирую на МОК по своей ссылке. Да? А это уже потенциальный клиент для покупки моих активов, потому что, то есть он попадет ко мне в магазин, у меня есть магазин, но и это даже не самое главное, понимаете, на Моге они каждый получают бесплатно 100 монет каждый день. Вот у меня несколько групп для игроков, да, я их создаю в Телеграме, и постоянно вопросы, а что с этими монетами делать? Я говорю, покупайте землю возле себя. Да, после того, как они покупают землю возле себя на монеты, которые им дарят, значит, у них возникает второй вопрос. А где мне вот эти орбы взять? И вот тут, пожалуйста, либо вы им продавать будете орбы, и продаете, и мы продаем уже это давно, значит, Значит, у вас есть возможность привлечь его в качестве, знаете, начинающего маркетмейкера. Что это значит? Это хотя бы один пин он купил. Для этого нужно будет его потом зарегистрировать также по ссылке на Olympia Lab, да, но это тоже быстро делается, да. Единственная проблема, вот, которая возникает у таких людей, это, как всегда, кошелек, да. Там, когда вы на Олимпе зарегистрируетесь, кошелек. Но все это можно обойти, потому что то есть, когда вы это делаете первый день, второй день, третий, на четвертый это уже идет автоматом. Да, и, понимаете, людей это не всех, но где-то процентов 30, да, это, как бы вам сказать, притягивает. Они получают монеты, их бесит, что они с этими монетами, loyalty coin, ничего сделать не могут. То есть землю могут купить, а что толку? Они окружили свою квартиру этой землей, а, как он говорит, телефон ничего не ловит. Ну вот карты в руки продавайте. У нас цены от 25 центов до евро 50 по орбам, да. Пожалуйста, продавайте, это же возможность, да. И значит, вот в этих первых двух шагах, когда вы предлагаете игру и когда вы предлагаете бесплатно зарегистрироваться на МОК, вы же, в принципе, это ничего не стоит, это стоит только время. Да, вот я советую это делать. Потом будем мы с вами бороться за каждого мастера игры, потому что, еще раз повторюсь, очень мало людей берут во внимание партнерскую программу на мастерах игры. Она просто шикарна, да, там, вы знаете, 8%, там 2 снизу. Те, кто разобрался в ней,
вы увидите, какие там деньги можно зарабатывать, да? Первое. Второе. Значит, покупайте, пожалуйста, бустеры. Бустеры, которые у нас на Моге. Там стоят все цены со скидкой, почти 50%. Я написал письмо в службу поддержки игры и спросил, значит, что будет, да, точнее, на Мог написал, значит, что будет, когда уберут эти предложения. Может случиться такое, что с запуском новой платформы мастеров игры эти предложения уйдут. Значит, скорее всего, этих предложений уже не будет. Поэтому хотя бы покупайте то, за что вам не надо платить деньги. Да? Там половина бустеров вы можете купить за Хекса, не половину, а где-то процентов 20 бустеров вы можете купить за Хекса, остальные за Риксы. Так вот, хотя бы вот за Хексы купите себе, да, чтобы у вас они были, и, значит, потом это пригодится, это 100% пригодится. Я думаю, что самые покупаемые бустеры у вас будут бустеры X3 и бустеры X9, да. 27-ку, ну, купить можно, парочка, чтобы была, но ходовые будут тройка и девятка. Значит, что еще? Ну, конечно, получайте купоны. Получайте купоны, активировали один пин, получили купон, дальше этот купон сделайте себе фабрику. С фабрикой, когда разберемся, у нас еще время есть впереди, запишем видео, я уверен, что там интересная система продажи, да, вы знаете, от одного Рикса до 3, то есть там интересные вещи, и тоже можно будет интересно зарабатывать. Ну вот, в общем-то, все. Теперь о ТикТоке. Я сделал страничку в ТикТоке, вы знаете, я ее персонализировал, то есть я сделал так, что там вся информация только по нашей компании, то есть точнее по игре, наверное, каждый день я выставляю какие-то видео, эти видео набирают там 300, 400, 500, 700 просмотров, постоянно что-то пишут, но очень много, как бы вам сказать, такого мусора, что ли, да. Но тем не менее, хочу вам сказать, вот неделю, да, по-моему, 9 дней у меня ТикТок, и я подарил две игры, и я зарегистрировал людей на 2 Мога. Я не знаю, будут ли из них мастера игры, я не знаю, будут ли из них маркетмейкеры в будущем, да, у меня нету данных, квотных данных, да, но все-таки это уже какая-то работа, и каждый из нас может этой работой заниматься. Значит, видео, которые я делаю, которые Алла делает, очень хорошие, мы выкладываем в наших группах, и у Олега, и у меня. Значит, берите эти видео, размещайте у себя. Что еще технически, да? Если вы эти видео просто размещаете у себя, старайтесь их там где-то подрезать, где-то что-то подписать, потому что что я вижу, TikTok определяет, что это видео уже где-то было, и они там такой восклицательный знак ставят, если вы будете проверять свой TikTok, да, что, значит, контент у вас, ну, не оригинальный, у кого-то он уже есть, да, поэтому каждый для себя там кто как технически подкован, что-то поменяли, где-то надпись, где-то, может быть, есть такая возможность звук поменять, да, значит, какое-то изменение сделаете, и все это пойдет. Так что за 9 дней 2 игрока и 2 потенциальных мастера игры и потенциальных маркетмейкера, значит, за 9 дней я считаю хорошим показателем. Советую делать то же самое. Вот теперь все. Влад, спасибо большое. Я с удовольствием у тебя учусь, и большое тебе спасибо за твой колоссальный труд, который ты для всех делаешь. И вот пару слов еще добавить хочу. Я реально учусь у тебя, реально иду по твоим шагам, и вот сейчас тоже стараюсь заходить со стороны игроков, как ты и говоришь, все время на вебинарах, и сейчас это подтвердил, да. И вот здесь я хочу добавить еще от себя, да, фишку, которую я стараюсь внедрить, чтобы человек уже пришел все-таки и на Олимпию, хотя бы просто пока регистрацию прошел, они же потом всю информацию будут изучать, да, и в то же время на Лоэ. Я их, вот сейчас 2 у меня зашли, я их покупаю монетами бесплатными, Влад. Ведь у нас, смотрите, ну да,
там нужно потрудиться. Если человек, вот молодежи вообще проблем нет, они сели за 2 минуты, кошельки создали, все. Люди чуть постарше, да, немножко придется усилия приложить, мы им в помощь, да, но ведь у нас, смотрите, он просто бесплатно прошел регистрацию на Олимпии, и он получил монету NETS в подарок. Монета NETS, нативная монета молодого блокчейна, да, скоростного. И просто нужно в 2 словах объяснить, и все. Монета, за которую 1000 транзакций можно будет делать. А на Лоя, если он регистрируется, вообще там проще простого, еще проще, чем на Олимпию, да, там он собирает монеты лоялити, тоже бесплатные, за которые он может арендовать земли. Да, допустим, мы им там можем сейчас на старте, у кого достаточно геймов, чуть-чуть придарить, чтобы он там себе как такую завлекалочку сделать, поэкспериментировал. А дальше он себе собирает эти бесплатные монетки и арендует земли, расставляет и что-то начинает уже делать. Но наша задача, чтобы он туда попал и уже напитался нашей информацией. Ведь у нас огромное количество там информации. Да, если он в Лои заходит, он видит, какое количество земель уже везде выкуплено и так далее. Поэтому вот эти вот 2 фишки тоже, ну, кому интересно, тоже для себя берите. Вот, и еще хочу добавить по поводу, правда, Влад сейчас сказал, что подробно эту программу, безусловно, будем разбирать, вебинары будем делать по поводу дронов, да, мастерских, фабрик и дронов. Здесь вот такой вопрос возникал, там тоже люди запутались, там есть стоимость 18, да, и есть стоимость от 1 до 3. Здесь многие запутались, может быть, здесь присутствующие тоже не понимают, как это так, за 18 там они, за 18 они у нас будут покупать, за 1 продавать. Понимаете, друзья, здесь речь идет о разных вещах. Есть мастерская дронов. Вот мы сейчас с вами, наша задача приобрести мастерские дронов, которые будут дроны выпускать. Так вот, мастерские сами дронов, да, рекомендуемая стоимость компании, чтобы мы потом продавали, компания нам рекомендует. Мастерские, которые мы сейчас себе приобретем, да, активируем, вот эти мастерские в перспективе компания рекомендует, чтобы мы по 18 риксов их продавали. А вот уже дроны, которые мастерская будет выпускать, дроны будут продаваться от 1 до 3 риксов. Причем там гарантированно компания прописала, что она гарантирует, если вы хотите, вы можете за 1 рикс прям компании продать. То есть вот эти вот 2 цифры не путайте. То есть 18 риксов – это сама мастерская дронов, а 1 рикс от 1 до 3 – это уже сам дрон. Спасибо еще раз, Влад, тебе огромное. Еще есть вопрос у Веры Шацких. Верочка, бери микрофон. Еще, Влада, вопрос. Вот у тебя регистрируются новые игроки. Там написано сейчас, что новый игрок сразу получает дрон. Он не такой продвинутый и так дальше. Но вот, может быть, поскольку только сегодня активировалась эта программа, вот действительно получил кто-нибудь этот дрон? Новый игрок, зарегистрированный именно игрок. Вчера был последний игрок у меня зарегистрированный, точно ничего не получил. Точно. Ну, ты видел, да, первое прям написано, что новый игрок получает. Вот точно не было. Вчера точно не было. Вчера мы регистрировались где-то в 3-4, наверное, вот так. Ну, может, сегодня уже, в связи с тем, что сегодня запустили. И еще, есть ли какая-то информация, может, раньше вы все-таки магазины можно будет купить? Ну, кто не успел купить, сейчас очень хотелось бы. Есть какая-то информация? У Все-таки раньше меня 20 точно нету. У меня точно нету этой информации. Информация какая? Я письмо написал, по-моему, на прошлой неделе. У игроков там открывается сразу, не у игроков, а те, кто на МОК регистрируется, у них сразу внутренний кошелек открывается без всяких там сид-фраз, да, и без ничего. Значит, и один парень меня спросил, нужно ли ему регистрировать себя на Нетба. Я ему сказал, да, конечно, регистрирую, и тут же я написал письмо, можно будет ли с внутреннего кошелька смога отправлять на внешний кошелек какие-то, ну, скажем, риксы, у меня там уже там риксы есть, да, на Моге.
значит, я землю продал за риксы. И сказали, да, эта опция будет работать с внутреннего кошелька МОК, перевод на внешний кошелек Нецба. Эта опция будет работать. Спасибо, интересная информация. Спасибо. Да, она будет точно работать. Мы ранее этот вопрос тоже задавали. Смотрите, ну, я могу, конечно, ошибаться, не знаю, но мне кажется, вот о дронах, о которых вы говорите, что в игроку в подарок, это те дроны, которые, наверное, у нас в игре летают. Они же ведь работают, они охраняют орбы, они не дают. Если дрон летает, то его сложно уловить, этот дрон. Мне кажется, речь об этих дронах, но могу ошибаться. Точно могу сказать, что вчера регистрировали, ничего не было, да, то есть так же регистрировали.